Здравствуйте, дорогие любители старых железяк, а также все интересующиеся историей технологий и не только. Вы смотрите пилотный выпуск будущей серии видеообзоров на старые и не очень компьютеры, собранные мной лично и определенные как UMPC. Ролики я планирую выпускать примерно в месяц плюс-минус неделя, так как все зависит от обстоятельств. Я расскажу о таком наинтереснейшем классе устройств, как UMPC, или как по-русски их принято называть, ультрамобильные персональные компьютеры. На мой взгляд, это совершенно недооцененный сегмент рынка портативных компьютеров, отличающийся от собратьев весьма футуристичным взглядом на концепцию ПК. Собственно, отсюда и образовалось название будущего проекта, а именно UMPC «Будущее в прошлом». Я постараюсь обрисовать картину того, каким могли бы быть портативные железяки, если бы людям все же понравилась концепция ультрамобильности. Исторически сложилось так, что практически у всех современных мобильных устройств общие предки, и UMPC занимает в этом ряду почти незаметно для многих, но на самом деле довольно значимое место. Это частично объясняется тем, что эти устройства были более известны на Западе. Итак, что же это все-таки за зверь такой, называемый UMPC? Если передать иными словами то, что говорит нам многоуважаемая Википедия, можно сказать, что ультрамобильный ПК – это по сути новый, для 2000-х, тип мобильных компьютеров небольшого размера, сочетающих в себе свойства ноутбуков, планшетов и карманных компьютеров. В частности, большинство этих устройств имеет ноутбукоподобную QWERTY-клавиатуру, а также вполне себе сенсорный дисплей, который был популярен у наладонных агрегатов во времена их расцвета, а также много всяких интересных мелочей, о которых я буду подробно рассказывать в дальнейших видео. Вы, вероятно, спросите, чем же, собственно, мне понравилось именно в MPC, а не, скажем, там, КПК или современные планшеты и телефоны. Ну, во-первых, каждое устройство по-своему уникально и не похоже на другие. В какой-то мере формой корпуса, в какой-то техническими решениями. Ультрамобильный ПК – это дорога, вымощенная инновациями, в отличие от всех известных компаний, производящих по сути один и тот же продукт, но с немного другими тактико-техническими характеристиками. Ну и как же без минусов, которые есть всегда и везде? В данном случае была пара здоровенных недостатков, которые, на мой взгляд, и погубили замечательную идею. Это цена и целевая аудитория. За инновации надо платить. Исследования, разработка новых технологий, внедрение – все это стоит очень дорого и не всем по карману. С другой же стороны, если компания будет вкладывать много денег в разработки и мало в пиар и производство, то на выходе мы получим печальную картину. Думаю, вы знаете примеры. Вернемся к проблемам цены. Вот, например, Asus R2H. Он на экране. Средняя цена на октябрь 2006 года составляла 54 800 рублей. Много ли это? Да, много. Неважно, что там под корпусом, а там, кстати, не слишком все хорошо. Тут-то мы и приходим ко второй проблеме целевой аудитории. Подавляющее большинство представителей OMPC позиционировалось как компьютеры для деловых людей. Но я себе к таким не отношу, поэтому не могу к себе представить, как я в 2006 году трачу 50 тысяч кровно заработанных на такого рода компьютер. Соответственно, спрос был не сильно большим, и платили в основном любители всего нового и неизведанного. Мне кажется, компании-производители решили, что раз с мобильными телефонами прокатило, то прокатит и с UMPC. Но судя по тому, что лично я во время их расцвета о них самих слышал ровным счетом ничего, видимо, не очень-то им это и удалось. Итак, если вам было интересно, то чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь, а также можете посетить каналы, к примеру, Кирилла Лейфера, который делает очень интересные обзоры на древнюю не очень технику. Да, кстати, расскажу интересный факт. Как только у меня появилась идея сделать исторический канал MPC, я изначально хотел назвать его «Музей по цене айфона», но потом передумал, хотя концепция осталась. К сожалению или к счастью, собранные мной компьютеры не тянут даже наполовину стоимости актуального айфона. Но в будущем, я думаю, цена общая увеличится. Но об этом я
тоже буду рассказывать в дальнейших выпусках. Спасибо за внимание.